Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущая этого канала и ведический астролог. И сегодня у нас с вами прогноз на 2026 год для водолеев. Немножко, конечно, с опозданием, но все-таки в 2025 году этот прогноз выходит. Значит, прежде чем вы приступите к просмотру этого видео, я бы хотела обратить ваше внимание, в первую очередь тех, кто смотрит прогнозы на этом канале в первый раз, на то, что я ведический астролог, и все прогнозы здесь публикую по ведической астрологии. Но это не значит, что вы не можете их смотреть. Это значит, что нужно просто знать, как правильно смотреть прогноз, чтобы он у вас работал. Это прогнозы для восходящих знаков либо асцендентных знаков. Это одно и то же по ведической астрологии. И эти же прогнозы очень хорошо работают по знаку зодиака Луны, по ведической астрологии. Как узнать свой восходящий знак? Для этого вы должны пройти по ссылке, которая у вас сейчас появится в правом верхнем углу, и посмотреть видеоинструкцию о том, как построить свой гороскоп в ведическом стиле, узнать свой восходящий знак. Ну, либо если вы уже знаете свой восходящий знак, то сразу можете смотреть. Либо же, если вы не знаете точное время своего рождения, вы можете точно так же пройти по ссылке, построить свой гороскоп и посмотреть, в каком знаке зодиака находилась Луна в день вашего рождения. И даже если вы знаете точное время своего рождения, то знак зодиака Луны знать тоже очень полезно, потому что прогнозы для лунного знака тоже очень хорошо работают. В общем, переходите по ссылке, стройте гороскоп, проверяйте, какой у вас знак, какой знак зодиака Луны, и смотрите тогда для вашего знака правильное видео. То есть, если это Водолей, ваш знак, то в таком случае это видео для вас. Если от Овна до Козерога, то ваши прогнозы на канале уже вышли, а Рыбки вот-вот уже тоже скоро будут. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео. В описании, в комментариях к этому видео будет ссылка на мой сайт, где можно записаться на обучение ко мне по ведической астрологии, либо на составление личного гороскопа. Для астрологов ведических, которые уже обучались ведической астрологии, я объявляю о том, что второй поток курса по Чарадаше уже будет в феврале. Первый поток у нас заканчивается в январе. Курс получился очень крутым, поэтому я вам очень рекомендую на него записаться, если вы хотели изучить Чарадашу. Ну и теперь давайте говорить о том, что же ожидает Водолеев в 2026 году, какие задачи, цели, планы, события нас ждут. Вы видите сейчас на слайде положение планет по вашему гороскопу по состоянию на 1 января 2026 года. У нас в этом видео будет несколько слайдов, и эти несколько слайдов будут меняться в зависимости от того, как будет меняться положение планет. Значит, что мы видим с вами на экране? Вот это положение на 1 января 2026 года. Раху у нас находится в первом доме гороскопа, в вашем гороскопе, Кету в седьмом доме гороскопа, Сатурн находится во втором доме гороскопа, который у нас отвечает за деньги, ресурсы, Юпитер находится в пятом доме гороскопа. Все эти планеты — это планеты, которые создают долгосрочную тенденцию и создают такую тенденцию, как бы, когда мы на что-то направлены, и для этого мы аккумулируем силы, мы об этом больше всего беспокоимся. И, как правило, те результаты, которые обещают эти большие планеты, они не случаются за очень быстрый промежуток времени. Обычно для того, чтобы достичь этих результатов, нужно достаточно много времени. Марс, Солнце, Венера, Меркурий — эти планеты у нас меняют знак гораздо чаще, и это ежемесячная рутина, которую я каждый месяц обозреваю на этом канале. На этом канале выходят каждый месяц ежемесячные прогнозы, и этих планет в этом видео мы касаться не будем. Мы будем с вами говорить про большие планеты. Значит, то, что вы видите на 1 января, эта картинка не сформировалась 1 января. Просто поскольку мы обозреваем год, я условно отсекаю, что на 1 января вот такая картинка. Но все эти планеты перешли в данные знаки чуть-чуть раньше. Сатурн, мы начнем обзор с Сатурна, перешел в ваш второй дом гороскопа в начале 2025 года, весной 2025 года. И 2,5 года примерно Сатурн идет по одному знаку. Он до середины 2027 года будет находиться в вашем втором доме гороскопа. Потом там будут периоды, когда он будет уходить вперед, возвращаться. То есть эта тенденция еще достаточно надолго.
Сатурна в вашем втором доме гороскопа. И давайте разбираться. Во-первых, это управитель всего вашего гороскопа. Главная для вас планета. И положение Сатурна для вас очень важно, потому что это фокус внимания самого человека, внимание, которое формируется, грубо говоря, благодаря вашему перемещению в какую-то сферу жизни. И второй дом гороскопа — это дом денег, дом ресурсов, дом питания, дом родителей, дом зубов, дом зрения, дом пищи, дом сна, энергии. Ну, не сна больше, даже дом энергии. И дом, который отвечает за все, чем мы обладаем. Но это не недвижимость, а вот такие вот ресурсы, как сколько у нас есть сил на то, чтобы что-то сделать, сколько у нас есть денег в кошельке, какое состояние нашего питания, чем мы питаемся и за счет чего мы пополняем свои ресурсы. Также второй дом денег у нас отвечает за то, откуда у нас в этом периоде приходят деньги и как много их бывает. И получается, что такой фокус — это вы сами направлены в сферу, которая отвечает за деньги. То есть ваши мысли, ваши действия, ваши какие-то отчаяния будут связаны с тем количеством денег, которое у вас есть, и, возможно, вас будут заботить, то есть больше, чем обычно, вопросы, где взять денег, сколько денег, как сэкономить деньги, потому что Сатурн — это планета ограничений. Как сэкономить деньги, как сберечь деньги, как насобирать на что-то деньги. То есть когда ставится обычно глобальная какая-то цель, Сатурн заходит во второй дом гороскопа, обычно ставится какая-то глобальная цель, и мы на эту цель начинаем копить. Сатурн создает ограничения по финансам. То есть некоторые водолеи могут прям почувствовать, что стало меньше денег, либо деньги достаются более тяжелым трудом. То есть нужно больше вкладывать энергии, сил и ресурсов в то, чтобы деньги эти заработать. Но это не только деньги, это в принципе и ресурсы. То есть те силы, которыми вы обладаете, и то количество свободного времени, которое вы можете потратить на себя. То есть водолеи могут почувствовать в этот транзит Сатурна по второму дому гороскопа, что времени на себя стало гораздо меньше. Это время на себя, оно может уходить благодаря тому, что мы отдаем это время другим, да, отдаем другим свои силы и ресурсы. То есть кому-то помогаем, за кем-то ухаживаем, либо очень много рутины в нашей жизни, которая отбирает наши силы, наше время, наши ресурсы. Второй дом гороскопа — дом зубов и зрения с точки зрения здоровья, поэтому может быть такое, что водолеи поймут, что пора заняться зубами и начнут активно ходить к стоматологу, начинать обследования какие-то. Возможно, нужно будет зрение как-то корректировать. И по Сатурну обычно это такие процессы, как брекет-системы, элайнеры, то есть какая-то консервация, исправление, потому что Сатурн у нас отвечает за кости, Сатурн у нас отвечает за длительные процессы, Сатурн отвечает за какие-то ограничения. И с этой точки зрения может быть такое, что водолеи решат заняться здоровьем зубов. И зрение тоже в том числе. То есть зрение у нас по Сатурну каким образом может лечиться? Ну, подбором очков, например. Второй дом — это еще дом щитовидной железы. Второй дом — это дом, в принципе, вот этих вот лор-органов. И поэтому, если вы, допустим, постоянно болеете какими-то простудными заболеваниями, какими-нибудь отитами, не отитами, отиты — это уши, а какими-нибудь ангинами, синуситами, чем-то таким, то наступает период взять это под контроль, начать какую-то длительную терапию, либо что-то с этим связанное, и взять под контроль какие-то постоянно возникающие заболевания. То есть ваше внимание будет направлено на то, чтобы с этим разобраться. Если у вас есть вопросы со щитовидной железой, особенно если у вас эти вопросы возникли, когда Рах ушел по второму дому гороскопа, потому что до этого у нас Рах ушел по второму дому гороскопа, и он мог нарушать питание, во-первых. Во-вторых, давать тоже такие же вопросы, какие-то нарушения работы щитовидной железы. То есть если вы что-то обнаружили, что вы много ели, либо что вы много проблем каких-то получили со щитовидной железой,
то в этот период нужно взять под контроль щитовидную железу и вполне вероятно, что взять под контроль питание. Сатурн во втором доме гороскопа может некоторым водолеям даже дать мысли о вегетарианстве, либо о переходе на какую-то более простую, более правильную пищу. То есть Сатурн здесь будет давать вам стремление навести порядок в питании, в ресурсах, в том, куда уходит ваша энергия, в том, куда уходят ваши силы, в том, куда уходят ваши деньги, и сделать так, чтобы как можно меньше сил, ресурсов и энергии уходило куда-то на сторону. Также второй дом гороскопа — это дом родителей. И если вы, например, жили где-то рядом с родителями, были вместе с родителями, то транзит Сатурна по второму дому гороскопа, он может сделать такое отдаление от родителей, создать отдаление от родителей. Это может быть отдаление физическое, когда вы разъезжаетесь, это может быть отдаление эмоциональное. Но в противоположном варианте, когда вы были далеко от родителей, Сатурн может указывать на то, что вы всеми силами стараетесь быть вместе с родителями, приблизиться к родителям, может быть, чем-то помогать родителям. Это такая история, когда вот наш управитель первого дома гороскопа во втором доме гороскопа, когда мы прям вот стремимся туда, в эту сферу и хотим что-то исправить, навести порядок, то есть помочь родителям, может быть, образумить родителей, может быть, еще каким-то образом повлиять на родителей. То есть это такая сфера жизни, на которую будет направлено ваше внимание, очень серьезная. Но не стоит забывать, что Сатурн у нас управляет 12-м домом гороскопа, во втором доме гороскопа. То есть 12-й дом — это дом потерь. И поэтому Сатурн здесь указывает на то, что могут быть и большие расходы, большие траты такие единовременные, либо какие-то долгосрочные вложения. Например, увести деньги со счета, спрятать куда-то на депозите, чтобы они там лежали. Следующее, что мы с вами должны рассмотреть, это аспекты Сатурна. У Сатурна несколько аспектов, и первый аспект Сатурна — это аспект на третий дом от себя, третий дом от себя. Третий аспект — это аспект собственных усилий. И это самый такой, можно сказать, действенный аспект, потому что он показывает, куда будут направлены все наши силы, для чего мы вообще вот здесь вот наводим какой-то порядок, для чего мы здесь наводим какую-то красоту в том числе. И в данном случае аспект Сатурна на четвертый дом гороскопа. То есть для чего все эти усилия, для чего мы собираем деньги, для чего мы их аккумулируем? Для того, чтобы реализоваться, для того, чтобы что-то сделать по четвертому дому гороскопа. А четвертый дом — это дом недвижимости, дом транспорта, дом земли, дом мамы, дом места нашего жительства, дом психики нашей, то есть, возможно, как-то психологическое состояние наше изменилось. Мы понимаем, что мы много времени, например, тратим на какую-то ерунду, на прочтение каких-то плохих новостей, от этого страдает наше психологическое здоровье, поэтому мы перестаем тратить свои ресурсы на негатив для того, чтобы улучшить свое психологическое состояние. Либо мы собираем деньги, накапливаем деньги для того, чтобы купить квартиру. Мы собираем, накапливаем деньги для того, чтобы купить машину. Мы собираем, накапливаем деньги для того, чтобы помочь маме, для того, чтобы открыть собственную школу. Вот такие могут быть результаты. Но этот аспект Сатурна на четвертый дом гороскопа, он в том числе указывает на перемены в четвертом доме, на место жительства, перемены в месте жительства, в транспорте, в недвижимости. Поэтому вполне вероятно, что водолеи за эти 2,5 года могут переехать, водолеи за эти 2,5 года могут поменять машину, поменять квартиру, поменять место жительства. Ну и разлука с мамой тут тоже, конечно, обещана по этому транзиту Сатурна и аспекту на четвертый дом гороскопа. Может быть, заниматься землей, может быть, заниматься садоводничеством, огородничеством, чем-то таким. Но кроме этого, когда Сатурн влияет на четвертый дом гороскопа, может быть такое, что мы немножко живем в каких-то стесненных условиях. Может быть, дома много людей, и у нас мало личного пространства. Может быть, приходится как-то перестраивать ту обстановку, в которой мы находимся, либо же периодически у нас кто-то дома бывает, и нам нужно постоянно условно терпеть какие-то неудобства. То есть Сатурн как бы чуть-чуть замораживает. Если, например, в этот период времени вы начинаете строительство, вы начинаете там строительство дома, строительство квартиры,
то Сатурн будет влиять на этот четвертый дом гороскопа и будет затягивать сроки и делать вот это продвижение процессов очень медленным. Следующий аспект Сатурна — это аспект Сатурна на 8-й дом гороскопа, на дом кризисов, чужих ресурсов, на дом, который у нас отвечает за все тайное, скрытое, за ресурсы наших партнеров. Поэтому в целом, с учетом того, что Сатурн еще управитель всего вашего гороскопа, это комбинация на то, что вы можете сами в своей жизни создавать какой-то рукотворный кризис. Искусственно, либо не искусственно, то есть делать так, что не хочу больше, все надоело, и заканчиваю какой-то процесс, обрываю какие-то связи или что-то в этом роде. То есть вы сами можете делать какой-то рукотворный кризис. Будет у вас склонность к тому, чтобы поступать, может быть, даже где-то резко, импульсивно, либо обдуманно, но так, чтобы полностью отрезать какие-то пути отступления к чему-то. Но и 8-й дом гороскопа — это дом чужих ресурсов, поэтому могут быть какие-то чужие большие деньги, такие вот, может быть, небольшие, но чужие деньги, либо чужие деньги, которые у нас длительные, то есть их долго нужно получать, либо они на постоянной основе как-то выплачиваются. Однозначно, все равно по Сатурну есть тенденция на снижение количества доходов, потому что Сатурн либо заморозку денег, либо накопление денег, потому что Сатурн аспектирует еще и 11-й дом гороскопа, который у нас тоже отвечает за деньги. Это второй дом денег, дом накоплений, наград, достижений, и он тоже у нас под аспектом Сатурна. То есть деньги замораживаются, деньги находятся под присмотром, подсчетом каким-то. Но 11-й дом гороскопа — это еще и дом гороскопа, который отвечает за братьев и сестер старших, за друзей, за сообщества различные. Поэтому есть тенденция на выход из каких-то сообществ, на закрытие каких-то сообществ, на разлуку со старшими братьями и сестрами, на то, чтобы, если у вас есть бизнес, возможно, закрывать бизнес, либо переформатировать каким-то образом бизнес. И в какой-то степени вы можете почувствовать ограничения по контактам, по коммуникациям, но с точки зрения того, что вы можете выходить из каких-то сообществ, покидать какие-то сообщества. И об этом же говорит у нас Кету в 7-м доме гороскопа. Два дома гороскопа, связанных с общением. 7-й и 11-й дома гороскопа у нас под контролем двух планет, которые все сужают, ограничивают. Это Кету и Сатурн. И получается, что единственный дом гороскопа, который остается без влияния таких планет, это 3-й дом гороскопа, именно дом гороскопа, который связан с коммуникациями и общением. То есть получается таким образом, что вы выходите из каких-то сообществ, и это в основном такие сообщества, где люди не очень близкие вам. По 11-му дому гороскопа это, например, там вы ходите в спортивный клуб, и в спортивном клубе у вас сложился какой-то круг общения. Это 11-й дом гороскопа. Вы вступили в партию, ваши однопартийцы — это 11-й дом гороскопа. Вы посещаете какой-то кружок — это ваш 11-й дом гороскопа. 7-й дом гороскопа — это коллеги по работе, коллеги по команде, бизнес-партнеры, партнеры по браку, личной жизни, одноклассники, одногруппники. Здесь у нас стоит Кету, планета, которая отстраняет, ограничивает, точно так же сужает количество людей в нашем окружении. И только 3-й дом гороскопа, который у нас отвечает за ближний круг общения, за социальные сети, ну такие как вот, например, Инстаграм, только 3-й дом гороскопа у нас не подвержен влиянию этого ограничения. В 3-м доме гороскопа у нас находятся близкие друзья, младшие братья и сестры, соседи. То есть ваше общение складывается в основном с теми, кто на расстоянии вытянутой руки. Те, кто очень близко. Все остальные постепенно могут на этих транзитах немножко отсеиваться или же не прибавляться количество новых знакомств. Теперь давайте поговорим про Раху и Кету. Раху и Кету подтверждают тенденцию по Сатурну, который нам создает какое-то ограничение в
общение с другими людьми. Кету в седьмом доме гороскопа, в седьмом доме партнерства, брака и личной жизни может создавать дистанцию в отношениях, либо периоды длительных разлук в отношениях. Я не помню, мне вот у кого-то транзит Сатурна по седьмому дому гороскопа, мне девушка писала, да, в комментариях, что когда Сатурн идет по седьмому дому гороскопа, даже на сайтах знакомств блокируют. То есть какой-то такой эффект, что вот если вы хотите познакомиться в этот период и наладить личную жизнь, то может быть такое, что, ну, не находится никто подходящий, как будто бы вы прочесываете широкой сетью, а все равно ничего не получается. То есть кету как будто бы делает для вас партнеров невидимыми, как будто бы вы не видите в зоне своего взгляда никого, кто мог бы подойти на роль партнеров. Если же вы в отношениях, то это может быть дистанция с партнером. Но дистанция, она бывает разная. У кого-то бывает разлука, а у кого-то бывает так, что каждый просто очень сильно занят своими личными делами, и поэтому меньше времени на то, чтобы проводить его друг с другом, либо меньше времени на то, чтобы уделять друг другу. Вообще, когда Раху идет по первому дому гороскопа, то есть это же ось, у нас всегда ось, она действует на две стороны. И когда Раху идет по первому дому гороскопа, человек начинает больше к себе требовать внимания, человек начинает больше требовать свободы, хочется вырваться из каких-то рамок, из каких-то ограничений. Человек начинает одеяло тянуть на себя. Все мне помогать, мне нужны ресурсы. Такая картинка, как, кстати говоря, вот как вы сейчас видите на экране, она уже сформировалась второй раз, это было в начале 2025 года, и сейчас такая картинка очень сильно похожа на те периоды, когда, допустим, если мы рассматриваем женский гороскоп, на те периоды, когда женщина рожает ребенка, и поэтому у нее становится меньше сил и ресурсов, меняется очень сильно тело, потому что Раху влияет на наше тело, и нам хочется что-то сделать с этим телом, либо просто оно меняется. И при этом у нас Юпитер стоит, планета детей, в пятом доме детей. То есть эти транзиты повторно, такая же картинка, как в начале 2025 года, могут давать какие-то повторные ситуации, как в начале 2025 года, но в целом эти транзиты могут создавать в периоде у вас необходимость, либо желание зачать ребенка, зачатие ребенка. Вопросы с деторождения могут стоять на первом месте, вопросы обучения могут стоять на первом месте, но также вопросы создания каких-то своих проектов, продуктов, творчества, все, что связано с созданием чего-то нового. Раху в первом доме гороскопа, он тянет одеяло на себя и обращает внимание на себя, то есть хочется как-то себя видоизменить, может физически меняться тело, можете вы сами стремиться к тому, чтобы что-то с телом поменять, пойти на спорт, либо не знаю, там пирсинг, татуировку, какую-то диету, еще что-то. То есть внимание к телу. Но Раху — это планета сильных желаний, и Раху может давать просто иллюзию заблуждения, что может быть с вами все в порядке, а у вас может быть идея фикс, что вот что-то надо поменять. Раху — это иностранец, поэтому вы сами можете в этот период времени становиться таким своеобразным иностранцем. Это значит, что вы можете либо общаться среди людей, которые являются для вас чужими, либо вы можете изучать иностранные языки, либо вы можете как-то погружаться в иностранную культуру. Это все может происходить, потому что Раху иностранец влияет на наше тело. Сейчас отдельно хотелось бы поговорить про Юпитер, который уже повторно находится в вашем пятом доме гороскопа. Про Юпитер сегодня буду много говорить, потому что Юпитер главный спонсор нестабильности в 25, 26, 27 году. Юпитер в вашем пятом доме гороскопа был с весны 2025 года по октябрь 2025 года. И потом он ушел немножко вперед, и сейчас у нас повторный транзит Юпитера по пятому дому гороскопа. То есть, во-первых, эти тенденции могут быть повторяющимися, а во-вторых, сейчас может быть время доделать то, что вы начинали в начале 2025 года, либо переделать, либо еще раз попробовать сделать. Тенденция по Юпитеру такая, конечно, зачатие, рождение ребенка, поступление на учебу, создание какого-то своего проекта, творчества, отдых, развлечения.
Но по Юпитеру еще и вложение большого количества денег в темы пятого дома гороскопа. Это что за тема пятого дома гороскопа? Это вкладывать деньги в вопрос деторождения, то есть родился ребенок, много чего ему покупать, либо тратить деньги на то, чтобы проходить медицинские осмотры, либо на то, чтобы зачать ребенка. Вложение денег в обучение, то есть поступление на платное куда-то, вложение денег в создание своего продукта какого-то творческого, вложение денег в отдых и развлечения, то есть посещать какие-то дорогостоящие концерты, посещать какие-то дорогостоящие мероприятия, много отдыхать, много тратить на отдых. Кто-то может даже там в казино играть или что-то в этом роде. То есть много денег может тратиться на такие вещи. Но, в принципе, можно сказать, что Юпитер поддерживает свой собственный 11-й дом гороскопа, и на этот транзит, пока Юпитер идет по 5-му дому гороскопа, в общем-то, Юпитер немножко смягчает вредное воздействие Сатурна на 11-й дом гороскопа с точки зрения того, что все-таки пока Юпитер идет по 5-му дому гороскопа, какие-то сообщества, какой-то рост знакомых, новых друзей, людей в вашем окружении, он все-таки может присутствовать. Так как Юпитер все-таки у нас планета благодетель, благоразумие планета, планета, которая создает какие-то защитные эффекты. Юпитер, как и Раху, у нас влияет на 5 и 9 дома гороскопа. И Раху у нас влияет на 5 и 9 дома гороскопа. То есть темы детей и обучения очень важны. Темы зарубежных путешествий точно так же. Раху и Юпитер создают такую очень мощную, сильную энергию в 9 доме гороскопа. Поэтому могут быть какие-то хорошие зарубежные путешествия, поездки, тоже какие-то культурные сдвиги в вашем мировоззрении, в изучении иностранных языков, во влюбленности в какие-то культуры, в желании постичь какие-то культуры, какие-то законы точно так же, может быть, изучать, может быть, самим обучать, может быть, искать каких-то учителей, наставников, желание, может быть, если у вас есть отец, желание больше времени проводить с отцом. Либо какие-то, может быть, философские беседы с отцом, налаживание отношений с отцом и так далее. И с учителем на работе, и с руководителем на работе точно так же могут быть такие турбулентные отношения, но вы можете получить такого руководителя, с которым у вас могут быть интересы, то есть для вас будет интересен этот человек, вы, может быть, там много времени с ним проводите, либо наблюдаете за ним, либо хотите понять этого человека, и все в таком роде. В этом промежутке времени у нас будет два затмения. Солнечное затмение в вашем 1-м доме гороскопа и лунное затмение в вашем 7-м доме гороскопа. Про затмение я всегда снимаю отдельное видео, где подробно рассказываю, в каких градусах будет проходить затмение, на какие точки стоит обратить внимание, потому что не все затмения влияют на каждого человека одинаково, все зависит от того, какой у вас гороскоп и в каких градусах будет происходить затмение. Но в целом более-менее какой-то результат все равно все получат. Раху в 1-м доме гороскопа, затмение в 1-м доме гороскопа — это затмение, которое может влиять на ваше тело, изменения во внешности, изменения в здоровье, изменения в имидже, изменения в статусе. А затмение в 7-м доме гороскопа 3 марта — это затмение, которое может менять что-то в личной жизни, какие-то перемены по личной жизни, может менять команды, в которых вы находитесь, какое-то партнерство в том числе. Следующий промежуток времени с 1 июня 2026 года по 31 октября 2026 года, что у нас поменяется? У нас Юпитер перейдет в ваш 6-й дом гороскопа. Это, по сути, вся перемена до октября, до ноября, которая у нас будет. Но, опять же, это то, с чем мы уже с вами жили и что мы с вами уже прочувствовали. Достаточно вспомнить, что у вас было с октября по декабрь по деньгам, по работе в том числе. И повторюсь, это повторный транзит Юпитера по вашему 6-му дому гороскопа, потому что в 2025 году с октября по декабрь Юпитер уже шел по вашему 6-му дому гороскопа и создавал тенденцию вот это вот смещение с сферы детей, деторождения, обучения, смещение фокуса в сферу работы, в сферу рутины, режима, в сферу кредитов, спорта, каких-то долговых обязательств и большое вложение денег в темы 6-го дома гороскопа, то есть в то, чтобы проходить медицинские обследования, в то, чтобы
устраиваться на работу. Например, для того, чтобы устроиться на работу, нужно там обновить гардероб или что-то сделать. В то, чтобы пойти на спорт, то есть купить какой-нибудь годовой спортивный абонемент, в то, чтобы разобраться с какими-то проблемами. То есть, может быть, много трат денег на какие-то сервисные процедуры. Но в целом Юпитер здесь расширяет количество работы, количество рутины, количество дел, связанных с сервисом, с долговыми обязательствами, с помощью другим людям, с такими вот вещами, которые обычно нудные, скучные, но их нужно делать. Из этого положения Юпитер аспектирует 10-й дом гороскопа, поэтому для водолеев возможны перемены в работе, возможен поиск работы, получение какой-то работы и получение какого-то нового статуса. Статус бывает разным. Статус родителей, статус в браке, статус вышли на пенсию, статус вид на жительство получили, статус поменяли, паспорт в том числе. Это все статусы. В этом промежутке времени будет два затмения. Первое затмение будет солнечное затмение в вашем 6-м доме гороскопа 12 августа. Вот как раз в районе солнечного затмения могут происходить какие-то активные перемены в работе. Если вы проходите какое-то медицинское лечение, то в лечении, например, там новый протокол лечения, либо завершение какого-то лечения, в кредитах, ипотеки, такие длительные обязательства, в спорте точно так же сменить тренера, сменить наставника. Вообще этот транзит еще такой на масштабирование в работе. И может быть даже какое-то повышение в должности у водолеев в этот период времени, либо какое-то крупное изменение в должности. А 28 августа будет лунное затмение в вашем 1-м доме гороскопа. И это опять внимание, фокус на вас самих, на ваше тело, на ваше здоровье, на вашу личность, на ваш имидж, на вашу репутацию. Перемены во внешности, перемены в статусе точно так же могут быть по этому затмению. Следующий транзит, он у нас такой небольшой, с 31 октября по 25 ноября. Дело в том, что соединятся в вашем 7-м доме гороскопа Кету и Юпитер. И все бы ничего, просто Кету — это планета, которая скрывает все, а Юпитер — это планета, которая расширяет. И как бы на чуть-чуть, ненадолго они встретятся. Юпитер зайдет в 7-й дом гороскопа, а Кету уже будет практически на выходе из 7-го дома гороскопа, будет покидать ваш 7-й дом гороскопа, снимать постепенно вот это вот отстранение по сфере партнерства. Поэтому такой транзит немножко противоречивый, потому что одна планета все ограничивает, вторая планета расширяет, расширяет количество людей в нашей жизни, и может быть какой-то обратный эффект. Одни уходят, вторые приходят. Из одних команд мы выходим, но появляются какие-то новые, более большие команды, более престижные, более значимые, что-то в этом роде, рост количества людей в вашем окружении, именно командных. Но поскольку Юпитер управляет 2 домами, которые у вас отвечают за деньги, 2-м и 11-м домом гороскопа, и при соединении с этим Кету может быть такое, что, например, какая-то блокировка счета, какое-то неправомерное списание денег с вашего счета. То есть на этот промежуток времени просто рекомендую вам, чтобы у вас там была вовремя перевыпущена карта, чтобы у вас был вовремя переоформлен счет, чтобы все финансовые вопросы были в порядке, потому что могут быть какие-то странные истории. Но это ненадолго. С 25 ноября 2026 года Раху и Кету поменяют свой знак. И тут начинается очень интересная история, потому что такая очень четкая картинка на какие-то определенные тенденции. Юпитер 31 октября перейдет в ваш 7-й дом гороскопа, а Раху и Кету на 1,5 года с 25 ноября перейдут. Значит, ну, сначала я бы хотела сказать про Раху и Кету, потом буду говорить про Юпитер, потому что Юпитер у нас будет очень нестабильную картинку создавать, а Раху и Кету на 1,5 года. Но тут у меня написано до 31 декабря 2026 года, поскольку мы год обозреваем, но по факту эти транзиты будут действовать дольше. Значит, очень интересная картинка Раху и Кету. Мы рассматриваем транзиты с учетом всех влияний, которые мы можем обозреть. И что интересно, что при таком транзите Раху и Кету Сатурн у нас стоит во 2-м доме гороскопа. И на самом деле очень может быть у водолеев турбулентно с работой.
и 25-й, 26-й, 27-й год, когда то густо, то пусто, то работаю, то хочу работать, то не хочу работать, то хочу отдыхать. Вот такой транзит Кету по шестому дому гороскопа, он может отдалять от работы. Отдалять от работы каким образом? Мы уходим во фриланс. Очень сильно захочется собственное дело какое-то, собственное что-то. Не работать на дядю, не работать в найме. Вот это одна из главных тенденций Кету по шестому дому гороскопа. Не хочу работать в найме, хочу работать самостоятельно. Помимо того, что не хочу работать в найме, может быть, просто не хочу работать, может быть, просто не хочу работать в офисе, может быть, просто не хочу работать с кем-то, хочу в одиночестве, хочу так, чтобы никого рядом не было. То есть Кету в любом случае отстраняет от работы. Либо он может делать работу такой странной, работу с секретами, работу с тайнами. По Кету в шестом доме гороскопа может быть еще работа, связанная с такими технологиями, как телевидение, как что-то мелкое, микроскопы, микросхемы, какая-то такие нанотехнологии, что-то вот, в общем, очень точечное, очень тонкое, очень маленькое, очень высокотехнологичное. Но точно так же по этому кету может быть такое, рассчитаться со всеми долгами, например, закрыть все кредиты, закрыть какие-то обязательства свои, закончить лечение, закончить какую-то программу тренировок, уйти со спорта точно так же может быть. По Раху в 12 доме гороскопа очень часто желание уйти в такое свободное плавание, но не только уйти в свободное плавание. Раху в 12 доме гороскопа склоняет к такой жизни на природе. Хочу уехать жить на дачу, хочу поехать жить за город, то есть поменять городскую суету на спокойствие деревни, на спокойствие пригорода, и все в таком роде может быть. Очень сильное желание заняться, может быть, землей, садом, огородом, выращиванием цветов, выращиванием домашних животных. И Раху из этого положения, так же как и Сатурн, создает комбинацию на переезд, на смену места жительства, на смену транспорта. То есть может быть покупка транспорта, покупка недвижимости, переезд, покупка земли, какое-то обустройство какой-то земли. Но это же положение означает, что вы можете в своем доме принимать гостей, к вам могут приезжать какие-то иностранцы, какие-то чужие люди. Но, кстати говоря, стоит озаботиться всякими разными охранными системами, потому что при таких транзитах может быть такое, что к вашему жилью могут присматриваться какие-то недоброжелатели, нечистые на руку люди. Поэтому все, что можно там поставить под охрану, если у вас есть что там воровать, то такое желательно тоже сделать. Или разные там датчики поставить, все в таком роде, потому что при таких транзитах как будто бы чужие люди заходят в наш дом. И есть чужие люди, которым мы рады, и есть чужие люди, которым мы не рады. Поэтому лучше, чтобы для тех людей, которым мы не рады, не было спокойного такого вхождения в наш дом. То есть не пускайте в дом вообще людей незнакомых, не пускайте в дом людей, которых вы не знаете, не открывайте дверь таким людям. Может быть такое, что чаще начнут ходить там разные свидетели каких-нибудь направлений и будут просить у вас деньги или что-нибудь в этом роде. И Раху вместе с Сатурном у нас будут аспектировать 8-й дом гороскопа, поэтому это вопросы страховок, налогов, вопросы наследства, вопросы чужих денег, вопросы рукотворных кризисов, вопросы переездов, не просто переездов, а вопросы быстрых, срочных переездов, вопросы переездов спонтанных, неожиданных, каких-то невероятных. Они все могут быть. И еще одна очень важная тенденция по Сатурну и по Раху, так как они вдвоем аспектируют 4-й дом гороскопа, это то, что у вас может быть желание разобраться в своем психологическом состоянии, в своем психологическом настрое. Раху и Сатурн два вредителя, а 4-й дом это дом нашего внутреннего ощущения счастья. Поэтому мы должны быть бережнее к
своей психике. Возможно, кого-то из водолеев увлечет психология, психиатрия. Очень большая вероятность, что эти направления будут вас интересовать. Тут аспекты на 8-й дом гороскопа, который связан с тайнами, с психиатрией, с какими-то сложными состояниями. То есть вы можете прям даже этим увлечься, начать этим заниматься. Ну и астрология тоже в том числе, и какая-нибудь криминалистика. Вот для криминалиста тоже такие прикольные транзиты, когда Кету в 6-м доме гороскопа идет, изучать то, что скрыто, работать с тем, что скрыто, плюс изучать вот какое-то поведение людей, как люди манипулируют, как люди реагируют на манипуляции, что-нибудь в этом роде. Но будет желание, конечно, разобраться со своим внутренним ощущением счастья, плюс, может быть, музыка вас заинтересовать, плюс, может быть, вас заинтересовать все, что связано с ведением домашнего хозяйства и налаживание отношений с мамой, потому что с мамой могут быть очень турбулентные отношения в эти периоды, когда Раху будет аспектировать 4-й дом, когда Сатурн будет аспектировать 4-й дом гороскопа. Может быть, даже появится у вас какая-то женщина в окружении, которая будет вам заменять роль мамы, как бы чужая такая женщина, которая может вами восприниматься как мама, либо которая захочет вас взять под свою опеку и с вами вести себя так, будто она ваша мама. Ну и Юпитер в 7-м доме гороскопа. Юпитер, который у нас является спонсором, самым главным спонсором последних 3 лет, вернее 25, 26, 27, спонсором самой главной турбулентности на эти 3 года. Почему так? Юпитер около года идет по одному знаку зодиака. И в 24 году Юпитер шел по знаку зодиака Телец прекрасно столько, сколько ему положено. В начале 2025 года Юпитер зашел в ваш 5-й дом гороскопа. И только вот мы тут направились, хотим родить ребенка, хотим создать какой-то проект, хотим отдыхать, хотим развлекаться. Может быть, у нас появились возможности, может быть, у нас появились какие-то задумки на эту тему. Но Юпитер обычно дает какие-то мысли, которые нужно долго реализовывать. А мы не успеваем это реализовывать, потому что в октябре Юпитер выскочил в ваш 6-й дом гороскопа. И с октября по декабрь Юпитер шел по вашему 6-му дому гороскопа. По самое не хочу погрузил в работу, в рутину, в сервисные какие-то мероприятия. Но транзит по 6-му дому гороскопа может не самый приятный транзит, потому что много рутины, и это как бы не всем нравится. И мы не успели тут особо погрузиться, потому что Юпитер в декабре возвращается в ваш 5-й дом гороскопа. И с декабря опять начинается такая тенденция, с 5 декабря. Хочу отдыхать, хочу рожать детей, хочу развлекаться, хочу создавать какие-то проекты, продукты, может быть, книгу писать, может быть, музыку писать, может быть, сценарий писать, что-нибудь в этом роде. Но не успеваем мы тут развернуться, потому что это только до июня 26 года Юпитер опять идет в ваш 6-й дом гороскопа. Второй раз. Опять заканчиваем творчество, заканчиваем отдыхать. Пока вы там отдыхали, все вокруг рушится, ломается, без вас не справляются. Вам нужна такая активная концентрация, вы должны включаться, вы должны всем помогать, вы должны наводить порядок, потому что пока вы отдыхали, никто без вас не справлялся. Вы опять погружаетесь в этот 6-й дом гороскопа, наводите порядки, тут вас затягивают дела 7-го дома гороскопа. Юпитер выскочил уже в 7-й дом гороскопа, и вы начинаете заниматься вопросами партнерства, вопросами команд, вопросами, связанными с 7-м домом гороскопа, но не успеваете вы тут навести порядок. С 31 октября Юпитер будет идти по 7-му дому гороскопа. Как к февралю он опять уходит в 6-й дом гороскопа. То есть не успели насладиться личной жизнью, не успели насладиться каким-то новым людям в вашей жизни, общению, как Юпитер опять говорит, ну что ты там копаешься, что ты там возишься с этой личной жизнью. Смотри, у тебя тут опять все сыпется. Опять нужно заниматься вопросами рутины, лечения, спорта, вопросами долгов, кредитов, вопросами поиска работы, либо в работе какие-то хвосты подгребать. То есть мы постоянно нас отвлекает от чего-то. Вот этот турбулентный Юпитер в этих периодах, он постоянно отвлекает нас от фокусов и возвращает нас в какие-то незавершенные дела.
И получается, что в 27 году Юпитер опять вернется в ваш шестой дом гороскопа, потом опять вернется в ваш седьмой дом гороскопа, потом уже пойдет в ваш восьмой дом гороскопа. Поэтому то, что у вас здесь будет происходить с 31 октября по февраль 27 года, оно как бы может быть не очень долгосрочно, оно как бы может быть не очень надолго. И может быть оно до конца так и не реализуется, может быть будет отложено на полпути, либо начат процесс и заморожен на какое-то время. Потому что Юпитер обратно уйдет в ваш шестой дом гороскопа и создаст вот такой вот эффект задержки, эффект отката в тех договоренностях, в достижении того, чего вы там добились. И значит, что здесь будет происходить? Во-первых, ваши деньги, ваши ресурсы, ваше накопление, все вкладывается в партнерство. Возможно, создание бизнес-партнерства, создание какого-то бизнеса совместно с другими людьми. Возможно, вложение денег, сил и ресурсов ваших партнеров. То есть такая вот картинка очень интересная, когда Сатурн во втором доме гороскопа, Кету в шестом и Юпитер в седьмом доме гороскопа может быть в таких ситуациях, когда, например, у вашего партнера дела пошли в гору, и вашему партнеру нужна ваша помощь. Ваш партнер, допустим, говорит: сейчас у меня очень классно все идет, ты пока посиди дома, не работай, но помогай мне, там, занимайся домашними делами, а я буду за двоих там на внешнем фронте работать. И как бы в этот период ваш партнер становится главным, перетягивает на себя одеяло, и вы в него вкладываете все свои силы и ресурсы. Либо за счет того, что растет огромное количество вот людей в вашей жизни, которые вам помогают решать какие-то вопросы, вы можете, в принципе, себе позволить заниматься тем, что вы помогаете им, а они помогают вам. То есть ваши деньги, ваши ресурсы приходят в том числе через партнерство. И это может быть так, что, например, вы активно кого-то консультируете, вы кому-то активно ассистируете, помогаете. Вот если вы занимаетесь консультациями, то это очень такие транзиты на то, что может быть много каких-то очень значимых клиентов, каких-то дорогих клиентов, ценных клиентов, которые приходят в вашу жизнь на этот период времени. Но опять же, вы можете почувствовать, что пришел какой-то крупный клиент, с которым я готов работать и готов больше ничем не заниматься. Но с начала 2027 года ситуация опять меняется. То есть эта картинка, опять же, турбулентная очень. Если вы не в отношениях, то, конечно, в этот период времени вам будет очень хотеться в отношении. Юпитер будет создавать такую тенденцию. И, может быть, даже будут какие-то знакомства, либо кто-то будет с вами знакомиться. Но в целом, глобально, это не транзиты такие на начало отношений. С одной стороны, вы можете почувствовать какое-то улучшение, потому что все-таки из седьмого дома гороскопа уйдет Кету. Кету уйдет из седьмого дома гороскопа, и он перестанет вот скрывать людей новых в вашей жизни. И зайдет планета расширения, которая будет подкидывать вам какие-то варианты и давать в вашу жизнь каких-то новых людей, с которыми вы потенциально можете знакомиться, строить отношения. Транзит Юпитера по седьмому дому гороскопа тоже будет смягчать вредное воздействие Сатурна на 11 дом гороскопа. И в целом из этого положения Юпитер расширяет 3 дома общения. То есть с 31 октября по февраль 27 года вы можете почувствовать, как захотелось общаться, захотелось входить в какие-то новые коллективы, захотелось с какими-то другими людьми видеться, встречаться. И, может быть, исчезают какие-то барьеры в общении, может быть, исчезают какие-то запреты и что-то в этом роде. То есть появляется много новых людей в вашем окружении. По Юпитеру, в принципе, это общение приятное. Это общение по Юпитеру вам доставляет удовольствие. Вы с этими людьми на одной волне, вы с этими людьми на одной такой ноте, да, когда вы понимаете, это не когда раху, когда непонятно, и иностранцы какие-то или люди, которые говорят на другом языке, который вам непонятен, а это люди, с которыми вы находите общий язык. То есть, в принципе, можно сказать, что а,
Если первая половина года это такое отстранение, отчуждение от других людей, нежелание ни с кем особо контактировать и, может быть, даже какое-то погружение в свою ракушку, то вторая половина года, она эту тенденцию переламывает, и вы начинаете больше социализироваться и начинаете больше общаться с другими людьми, входить в какие-то коллективы, в сообщества, может быть, даже получать какие-то успехи через партнеров, достижения, может быть, каких-то вершин с помощью партнерства. Но единственное, что здесь такое негативное может быть по этому Юпитеру, как управителю 11 дома гороскопа, что друзья могут вмешиваться в отношения. Особенно друзья ваших партнеров могут вмешиваться в ваши отношения. Может быть, если у ваших партнеров есть дети, то может быть какая-то турбулентность из-за детей партнеров, споры какие-то из-за детей партнеров. Но в остальном, в принципе, все либо из-за учебы партнеров, либо из-за развлечений партнеров каких-то, либо из-за их проектов, продуктов. Но в целом, в остальном тенденция более чем благоприятна именно по транзиту Юпитера. Хотя все равно сил ресурсов вам это не особо прибавляет, но Юпитер все-таки немножко смягчает такое ограничивающее, суживающее воздействие Сатурна. Итак, мои дорогие друзья, такой у нас с вами был прогноз на 2026 год для Водолеев. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока!